Всем привет! С вами Марк, и с этого видео начинается цикл видео, в которых мы будем сравнивать фото и видео возможностей Xperia 1 Mark III, Huawei P50 Pro и Honor Magic 3 Pro Plus. Очень интересный баттл. Материала я наснимал огромное количество, я даже не смогу все приложить, я приложу некоторые оригиналы видео внизу в описании к видео, чтобы вы смогли скачать и посмотреть у себя на компьютере, точно ли я ничего не приукрасил, потому что это что-то невероятное. Я не думал, что смартфоны настолько плохо снимают видео, потому что я привык уже снимать, если честно, на камеру. Я думал, что Sony отлично снимает, и мне показалось, что Huawei снимает хуже, но это реально уму непостижимо. Усаживайтесь поудобнее и смотрите. Подготавливаясь к этому обзору, я столкнулся с некоторым феноменом. Яркость не ставится на максимальную. Сейчас экран видно хорошо, но телефон нагрелся до этого, и я просто не смог продолжить записывать это видео. Видите, я поставил яркость на максимум, выхожу из меню, захожу обратно. Она у нас вот здесь. Сейчас она чуть-чуть подтянулась наверх, я до конца оставлю, и она все равно она не максимальная. То же самое со шторкой. Я могу в шторке поставить максимальную яркость, но она не будет продолжать оставаться на максимальном положении долго. То есть она здесь максимальная, но разницы нет. Вот я вот двигаю вот это вот, разницы никакой нет. Ну ладно, хватит жаловаться, давайте начнем уже запись. Я вам обещал видеосъемку, вот мы делаем... Переключатель в странном месте находится. А что если я вот так вот телефон держу? Как мне достичь вот этого? Вот как я это должен делать? Здесь по умолчанию стоит украшение. И оно, кстати, когда вы включаете, оно жалуется, что в 4К недоступно, только в 1080p. И оно под большим пальцем. На Sony все как положено. Вот переключатель модулей здесь важнее, чем украшалка какая-то. 4К, 30 кадров в секунду, все по умолчанию. Еще, кстати, здесь нужно вот это вот показать. У нас обычная идет, обычная цветолейка, тут есть всякие профили. Не будем мудрствовать, просто в обычных цветах. Вот начнем съемку. На Sony тоже идет съемка на ширик. 4К, без HDR. К слову о яркости и видимости экрана. Здесь тоже максимальная яркость. И вот когда уже началась запись, вот этот переключатель режимов на своем месте, под большим пальцем. И это здорово, но непонятно, почему нельзя было поместить его сюда до начала съемки в том числе. Давайте начнем движение. На Sony включена стабилизация цифровая. На Huawei, где включить цифровую стабилизацию, я не нашел. Видимо, она просто по умолчанию включена. Также на Sony есть возможность руками включать фильтр от ветра, чтобы звук был чище. На Huawei такой настройки я не нашел. Видимо, она просто всегда по умолчанию включена, и все. Смотрите, здесь автобусы, вот очень удобно расположены такие остановки. Все очень чисто, красиво. Автобусы очень дешевые, кстати, в Китае. Что-то около от юаня до 2. Это в районе 10-20 рублей за проезд. Причем во многих городах реализована система: чем дальше едешь, тем больше платишь. То есть если проехал одну остановку, платишь минималку. Если едешь через весь город, автоматически списываться больше будет. Можно платить при помощи карточки, при помощи телефона, при помощи налички. Очень удобно. Давайте остановимся, я переключу на основную камеру. Запись на основной модуль. Все настройки, как и до этого. 4К 30 FPS, без HDR на Sony. Цвета обычная лейка на Huawei. Все по умолчанию, как будет снимать большинство людей. Чуть позже я покажу съемку с рук во время ходьбы. Сейчас я снимаю во время движения на скутере, чтобы вы оценили детализацию, цвет, без влияния всяких посторонних факторов типа тряски. Потому что есть люди, которые снимают видео со стабилизаторами. У меня просто только один стабилизатор, и я додумался сесть на скутер, типа заменить стабилизацию таким образом.
Сразу на обоих телефонах. Остановки достаточно частые, как вы можете видеть. Если ехать на велосипеде или на скутере, то можно добраться на работу, если она в радиусе, допустим, 5, 10, 15 километров от вашего дома, быстрее, чем на автобусе. И не мудрено с таким-то частым расположением остановок. Вот смотри, китайцы привет показывают. Hello, hello. Стройки, бесконечные стройки. Практически на каждом перекрестке стоят вот такие крытые, даже не знаю, как их назвать, павильоны. Во время дождя здесь очень хорошо прятаться. Также во время солнца на скутерах можно укрыться, в тени находиться, ожидать зеленого цвета, не сгорая. Китайцы очень не любят загорать. Съемка на телевик не одинаковая, потому что на Huawei сразу после основного следующий модуль имеет 4-кратное увеличение в видео. На Sony у нас идет 24 мм основной, 70 мм телеобъектив. Скачок тоже достаточно большой, но по факту это только 2,9х. Поэтому долго не буду в этом режиме снимать. Сейчас я переключусь на 4,4 на Sony, чтобы было максимально близко увеличение Huawei-евскому. Но это лишний раз доказывает, что на Huawei видео не слишком удобно снимать, потому что такой огромный скачок не дает вам необходимой свободы в творчестве. Слишком большой скачок, это не очень удобно. Переключил. Максимальный зум на Sony, но на Huawei все еще можно увеличить. И я увеличу, покажу. На Sony придется ставить вот такое увеличение. Я не уверен, конечно, в практическом смысле 10-кратного зума на видео. Но вот посмотрите сами. И это я еду на скутере, который, в принципе, мелкие всякие как колебания, мелкую тряску компенсирует. Я бы не назвал такое видео сильно юзабельным. Его нужно снимать максимально стабилизировав это мягкой походкой, при этом еще и желательно со стабилизатора. То есть просто так на такой телевик нормальное видео не снять. Нужно извращаться, как говорится. На Sony можно сделать еще и цифрозум. Но я бы не стал этого делать в нормальных условиях. Однако для вас сейчас я это сделаю. Все-таки есть люди, которые используют такие возможности, и для них необходимо знать, на что способен цифрозум Sony. Вот у нас цифрозум. То есть к 105 мм 4,4х на Sony добавляется еще и цифровое увеличение. Сделать это можно, в принципе, и кропнув потом из основного видео на компьютере центр кадра. Поэтому лично я бы не стал увеличивать. Но вот цифрозум, посмотрите сами. На мой взгляд, не юзабельно.
Сейчас я отключу стабилизацию на Sony. Она иногда создает всякие неприятные эффекты. Цифровую стабилизацию на Sony я отключил. Только оптическая сейчас на телевике. Мы стоим. Начинаем движение. Несмотря на то, что в целом в Китае дороги довольно хорошие, все-таки есть много мест, где дороги не отличаются качеством. Здесь на нескольких перекрестках они просто отвратительные. Извините, что направляю камеру не туда, куда надо. Довольно сложно в плотном потоке ехать и смотреть и за дорогой, и на телефон. Вот примерно такая съемка на телевик. Что вы думаете по этому поводу? Если честно, у меня отвал башки, взрыв мозга. Материала, как я уже сказал, я наснимал огромное количество, поэтому все не уместится даже в 2 или в 3 выпуска. Я думаю, я еще выпущу как минимум 2, а может быть действительно 3 выпуска. Поэтому, если вам все еще интересно, ждите, подписывайтесь, ставьте колокольчик, все дела. 开手机不是开手机？哎，你电话手表带了吗？我带电话干嘛？你知道什么？